Девочки, доброе утро. Мальчики, привет. Сегодня вот захотелось в этот солнечный день показать вам именно эти орхидеи желтенькие, как символ солнышка, тепла и прекрасного настроения. Я так их принесла сюда, но не все. Есть у меня еще парочка, которая в локациях на стеллажах, на березках. Я потом вам отдельно их покажу в конце видео. Ну, прям есть такое желание полюбоваться каждой из них в отдельности. У каждой из этих орхидей есть своя история, есть свои взлеты, падения, трудности и радости. Ну вот смотрите, начнем вот с этой красотки. Казалось бы, мультифлорка, непопулярная, мелкоцветковая. Но когда она дает вот такую гроздь орхидей прекрасных, как солнышки такие яркие, всегда радуешься. Да, Жорка? Всегда радуешься. У тебя тоже желтая игрушечка. И ты тоже весь желтенький. Скажи привет, девчонка. Мы только с прогулки. Не отвлекаемся. В общем, смотрите, девчонки, на наш прекрасный желтый солнечный фаленопсис. Казалось бы, орхидея несложная этого сорта, этот гибрид. Но у нас с ней были немножечко проблемки, пока не посадили мы ее в наших условиях в закрытую систему. И тогда она нам показала свой рост и охотно начала цвести. Название у этого фаленопсиса, ну, не просто бэби, а Gold Baby. Такой золотой ребеночек. Ну, симпатичная, не правда ли? Симпатичная желтенькая орхидейка. Я вспоминаю, что я купила ее случайно. Это была такая внеплановая покупка. Орхидеи в цветочном ларечке стояли на полочке в разделе «Уценка». И среди них была эта красотка. Она была такая себе, не в очень хорошем состоянии, но мы боремся за нее уже на протяжении 3 лет. И вот такие красивые результаты. Я взяла салфетку антибактериальную, повытирала ей листики. Знаете, мне нравится ее компактная розеточка. Единственное, что вот она выдала в прошлом году прям массу воздушных корней. Из-за того, что сухость воздуха, прям хочется поорошать. Но я знаю, что это в моем случае приведет к тому, что я увижу где-то гнилостный процесс в районе шеи. Не рискую, девчонки, не рискую. Так что вот так. Ну, думаю, отцветет, и когда корни пойдут в активный рост, я ее, скорее всего, немножечко обновлю. Но в целом она очень прикольная. Мне кажется, анаконду тоже можно отнести к желтым орхидеям, да, девочки? Хотя, как бы, ну да, скорее всего, к желтым. Цветет пока еще не пышно. 1-2 цветочка. Но это восковичок такой интересный. Мне очень нравится. И нравится мне ее листовая пластина. Такая, знаете, форма интересная. Нарастила тоже массу корней воздушных. Вижу, вот тут корневой рост от шеи начался. Тоже я вижу, что она любит, как у меня, попить. Поэтому я сделала ей такой фитилечек. О, вижу корневой рост такой прям активный. Заактивничала дамочка. Возможно, я со временем ее перекину в горшочек побольше. Потому что вот эти корни, которые растут вне горшка, они, девочки, как бы немножко мешают на стеллаже. Ну, красавица, анаконда. Я очень надеюсь на свою змеиную кожу,
что она у меня вновь воспрянет и будет радовать. Но пока еще процесс не идет. Ну, любуюсь анакондой. Они, кстати, разные бывают у разных садовников. Видите, какая? С нежным ароматом. Слушайте, ну вот этого красавца Бэтмена не ожидала, что он такой водохлеб. Немножко были проблемы с шеей. Ну, цветет понемножку. Это уже, вы видите, отцветает он. У меня сразу и обзор, и протирка листочков, и полив. Сейчас вот тоже этому красавцу дам водички. Ну, смотрите, у него там вообще новые корни. На фитиле тоже он у меня. Проснулись орхидеи, проснулись. Уже сейчас доцветет и займется, надеюсь, новыми листиками. Вот еще одна моя любимка на восстановлении в плагроне. Это мой папугайо. Девочки, вот в зимнем цветении он, конечно, поярче. Летом такой тусклый. Но в плагроне вроде как дела пошли получше. Вижу, корешки растет. Никак не могла я с ним договориться в коре. Мох тоже ему предлагала. Кору им просто мох. Не нравилось ему. Кору не нравилось. Кору и мох не нравилось. В общем-то, не знаю, как у вас с ним обстоят дела. Но у меня только вот здесь, в таком вот неорганическом компоненте на гидропонике, он стал більш-менш нормально себя чувствовать. Вот цветет. Пока не рясно, потому что корней мало, листьев мало. Но надеюсь, что нарастит побольше массу листовую. И тогда уж покажет весь свой потенциал. Вот сейчас я думаю, поливать, не поливать. Но думаю, не поливать, потому что вижу корни, которые веломен еще мокрый. Это моя желтенькая бабочка от Sony. Так, я не знаю, девочки там предполагали разные варианты, что это Суга Лоуренс. Девочки, я не знаю. Сказать, что она похожа на Суга Лоуренс, то вроде нет. В общем, бабочка от Sony, безымяшка. Ну, она, в общем-то, растит корни здесь у меня, все нормально. Жорка разошелся, играется. Девочки, на прогулке его гоняла, нет. Пришел домой, и продолжение следует. Короче говоря, вот такая бабочка. Каждый сезон цветет. Но жду от нее результатов по листьям. Девочки, вот говорят, что у кого-то белых орхидей больше, чем вообще, ну, в общей совокупности. У кого-то больше белых орхидей, у кого-то розовых, а у меня немало желтеньких. Так, вот еще одна новиночка этого сезона, вернее осеннего сезона. Вот такая прелесть. Наконец-то открыла все бутончики. Видите, выгорает, девчонки. Ну, не так, не критично, но выгорает. Смотрите, какая прелесть, да? Ну вот, если взять по размеру цветочка, он, конечно, меньше, чем у попугая. Я хочу сравнить, чтобы вы понимали размер, да? Конечно, это вот больше к мультифлоркам. Размерчик с мультифлорками. Это, конечно, красавец еще тот. Меня впечатлил, я вам рассказывала. Это Яфон Golden Leopard. Он еще у меня, видите, от садовника. Это его, я так понимаю, первое цветение. Не было на нем цветоносов. Размер 2,5. Ну, радует, конечно. Радует. Не знаю, как вам, а мне это прям какая-то новиночка, диковинка. Прям интересный такой вообще. Замечательный. Так, что там Жорка? Жора, что случилось? Что? Ну, мы только что пришли. Ты что? Носится. В общем, девочки, вот такой вот Яфон. Жорочка, мы только что пришли. Так, сейчас покажу вот тут еще одну прелесть. Ну, давайте сразу вот на эту прелесть глянем.
Это Патрик. Вот он здесь у меня. Я его, девочки, периодически топсиню. Спросите, почему? А потому что, вы помните, он у меня приехал ко мне реанимашкой. Поэтому я, конечно же, слежу за его состоянием. Если мне чуть где-то что-то не нравится, Жора, я, конечно, слежу за ним в оба глаза, девочки. Потому что не просто так орхидея была нездорова, да, значит, есть какие-то внутренние проблемы у нее. И приходится эти проблемы решать на ходу, так сказать. Ну вот, недавно что-то мне показалось, что тургор какой-то не такой. Но, в принципе, нормально. Нормально. И вот, ну, новый листик немножко мягковатый, но это потому, что он новый. И вот идет еще один новый листик. Что по корням? Вот корни зелененькие. Вот новые растущие. Пока он, конечно же, не сильно балует корневой. Вот корень. Посадка у него крупные куски коры и мох. Выбрала для него такой вариант в вазу. Ну, как можно было такую красоту не посадить в вазу? Красавчик. Вот еще одна такая елочка-мультифлорка. Она называется Spitfire. Знаете, она прикольная. Но в этом году, конечно, из-за отсутствия освещения полноценного, у нас так там два цветочка, там два цветочка. И вот, по-моему, это... Ой, чтобы Патрика не задеть. Аккуратно, аккуратно. Вот здесь вот, по-моему, новый цветонос. И вот на нем, как не всегда, как, знаете, нестандартно, нетипично мало цветочков. Обычно она дает такие грозди, это же мультифлорка, поэтому у нее, если цветонос идет, так он при хороших условиях, он, конечно же, у нее многоцветковый. Но в этом году вот как есть. Есть у меня желание ее, конечно, вытряхнуть и проверить ей там корневую, но я вижу, что она есть, у нее там влажно, корней прилично. Но она как-то, знаете, парит над субстратом. Не всегда это нравится мне. Но посмотрим. Посмотрим, как будет дальше. Потому что она наращивает листовую массу. Вот уже пошли четвертая пара листьев. Поэтому она может, потом ей будет тяжело вот так вот парить. Что ты туда-сюда ходишь? В общем, надо будет ее углубить, достать, какой-то там уже пропавший многолетний низ корней срезать и обновить. И даже, я думаю, дать, наверное... Хотя даже вот в этой мелкой коре с серамисом она неплохо себя чувствует. И очень даже достаточно быстро пересыхает. Такая вот малявка яркая. Видите? Красотка. Называется 12 оттенков желтого. Ну, много, да? Много оттенков с разными комбинациями. Так, и вот еще здесь остался у меня фаленопсис, который тоже меня, конечно, сначала расстраивал. То рос, то пропадал. В итоге вот он в таком состоянии сейчас. Растущие листья. Сейчас я его протру. Вроде как он еще не требует полива, нет. Это от Алюры Каюлани. Плотный цветочек, интересный такой. Не ароматный, но интересный. Когда это большой... Ой, смотри, какой корень идет. Вот что он пошел сюда? Шел бы вовнутрь, да? Когда это много таких крупненьких цветочков, это, конечно, будет очень красиво. Я когда-то мечтала о веснушках. Помните, фаленопсис такой был популярный? Веснушки, да? Веселые веснушки. Так вот, все никак мне его не удавалось встретить. И я вот купила этот фаленопсис. Мне казалось, что в принципе что-то схожее есть. Тоже такие веселые веснушки. Но здесь цветочек более плотный и дольше держится. Так что вот так вот. Сейчас покажу еще вам парочку желтеньких своих орхидеек. Ты успокоился? Все? Молодец. Набегался.
Еще парочку покажу. Вот одна здесь у меня стоит. Я не стала ее доставать. Это моя красавица Золотая река. Ну, вы знаете, Карина. Вот она. У нее в этом году очень мало, девочки, бутончиков. Буквально 3-4. Но она красотка. Я ее здесь просто пришпилила. Видите, так. Вот к этому шикарному цветоносу. Но она интересная такая, она с переливами. 4, да. 4 бутона у нее в этом году. Маловато. Маловато, но уже как есть. Она прям вау. Красавица. Она когда открывает цветочек, там немножко есть розовинки. Видите, какая красота. Golden Rive, Карина, да? И какое-то еще было, девочки, название, что я подзабыла. Золотая река, Карина и какой-то еще. Напомните в комментариях. О, как же я могла забыть, у меня же Майя. И в принципе Майю тоже можно отнести к желтым орхидеям. Она немножко здесь подвыгорела от теплого воздуха этих самых батарей и от времени. Ну вот она желтенькая. Новые бутончики желтенькие. Видите? Новые цветочки. Ой, она очень интересная. Посмотрите на этот язычок. Прям язычок пламени танцующий. Да? И вокруг колонки у нее такая красота. И такие вот эти во все стороны расходятся такие веснушечки. Но она, девочка, у меня давно уже цветет. Тут еще второй у нее цветонос. Тут вообще... Ой, еще доращивает. Этот вообще белый стал от яркого света. Да, я совсем забыла про свою Майю. Девочки, у кого есть Майя? Я еще заказала себе бабочку. Но она очень может быть, что расцветет стандартом. Такое может быть. У меня вот здесь такой уже кустик у Майи приличный. Сейчас начнет растить лист. И здравствуйте, и некуда. Из-за того, что здесь сверху такая барыня Леодора. Вот, девочки, Леодора моя, хотя не желтая орхидея, но вот 3 цветочка ароматят здесь. И забыла про еще один желтый фаленопсис, который у меня есть. Это вот такая прелесть. Смотрите. Stone Dance. Он такой масюсенький. Ой, так и не покажешь. Надо в темноте. О, так вот. Посмотрите на этого красавца. Так. Пытаюсь поставить. Вообще маленький-маленький. Остался тут один цветочек. Он как эквестрис. Такая прелесть. Когда их много, это красиво. Вообще супер. Такой, знаете, минимализм в деталях. Красавчик. Он прям ярко-ярко желтенький. Такой мотылек. Жучок. Так, рассмотрели с вами эту полянку. Сейчас покажу вам еще. По-моему, там 2 у меня орхидеи желтенькие. Или даже 3. Да, еще Джулия моя красотка. Она ведь тоже желтенькая, но она уже отцветает. Ну, многие девочки пишут, что орхидеи начинают, к сожалению, отцветать. У них и так не было пышным цветения в этом году в силу причин. И плюс уже начинается потепление. И многие уже давно цветут с октября, с ноября. То уже, конечно, у многих отцветает. Ну, не печалимся, сейчас будет более тоже не менее интересный период наращивания корней, листовой массы. Корешки новые радуют всегда. И всегда надо следить, чтобы там все было в порядке по микроэлементам. Дать им немножечко азотика, когда они начинают уже активно расти. Так, мне надо не забыть протереть листики вот этой малявки. Надеюсь, что она через год, через 2 будет уже крупнолистовая, красивая орхидея. Пока что она, конечно, приболевшая.
Ну, девочки, все будет нормально. Я на это надеюсь. Все, идемте смотреть еще парочку желтеньких орхидей. Ребята, не могу вам не показать это желтое чудо. Все, продолжаем тему желтых орхидей. Уже, наверное, года 3 у меня этот пелуричный фаленопсис. Очень тяжело адаптировался. Называется он фаленопсис Fuller Sunset Пилорик. Вот наконец-то нарастил в 12-м горшочке в мелкой коре корешки. И впервые выдал цветоносик. И вот что он изобразил. Воспринимайте меня таким красавцем. Нравится вам это или не нравится? Вот я такой красавец. Одна петалия бабулеточка, я так понимаю. Другая петалия бабочка. Ну что скажете? Очень даже симпатичный малыш. Представляете? Мне прям уже хочется узнать, если в последующих цветениях все будет хорошо с этой орхидеей, что она нам представит. Но это, девочки, вообще, у кого есть этот вариант мутации, расскажите о нем в комментариях. Что думаете? Вот такая вот милота у меня. Открыла свой единственный, свой единственный цветочек. Такая губка, вот такая прелесть. И знаете, он такой, ну, я не скажу, что он прям восковичок, но он достаточно плотный, интересный. Но вот эта вот петалия мне, конечно, больше нравится. Было бы симпатично, если бы вторая тоже такая же была, да? Многие любят такой вид мутации. У меня вообще открывается вот таким вот образом впервые в такой комбинации орхидея фаленопсис. Так, ребята, еще парочку желтеньких нашла у себя. Вот такая вот прелесть. Совершенно забыла ее название. Дело в том, что несколько лет у меня не было цветения этой орхидеи. Это детка. Была красивая орхидея взрослая этого сорта, этого гибрида. Цвела на большое количество бутонов, по-моему, больше 60. И потом усё. В итоге дала детку. И вот это первое цветение этой прекрасной детки. Есть похожие на нее, но они все же разные. Сейчас посмотрим, сравним. Та, которую сейчас покажу, она вроде как Голдион. Забыла, как называется эта красотка. Ну вот из желтеньких. К сожалению, уже отцветает эта красота. Но она вот не такая немножко. Они, конечно, похожи. Я вам скажу так. Посадила ее на фитиль. Фитиль не заработал. И вот эта вот вся красота у меня за считанные дни осыпалась. То есть ей не хватало влаги. Пока я это заметила, орхидея скинула некоторое количество цветочков. Не потянула. Не удержала на себе. Если их... Я, конечно, ситуацию поправила. Если их сравнить, две эти орхидеи желтенькие. Сейчас, ребята, вот рядом их поставить. Видите? Разница, конечно, есть. Здесь больше такого, мне кажется, персикового, да? Вот по отдельности можно подумать, что это один и тот же гибрид, а на самом деле это два разных гибрида. Вот такие два красивых желточка у меня еще есть. Такая вот прелесть. Какая вам больше понравилась, напишите в комментариях. И, девочки, напомните мне, пожалуйста, название этого гибрида.
Ну, совсем я что-то... Я подпишу. Но это точно... Вот это, кстати, одна из тех, которая мужем подарена. И я даже ему сказала, помню, когда увидела, что он мне ее принес, давно это было, я говорю, слушай, ну у меня ведь такая же есть, а оказалось, что не такая. Так что всех обнимаю, всем желтенького солнечного настроения. Пока-пока.